Друзья, всем привет! Время около 9. Я сейчас вот выбрался на реку, недалеко от дома. Сегодня хочу попробовать половить головля. Уже жара, несмотря на утро. Сегодня по 30 градусов будет. Но я думаю, несколько часов я выдержу. И сейчас вот у меня есть пару перекатов, которые я хочу посмотреть. Посмотрим и вам покажу, что сегодня. Кренки и тараканы сегодня хочу попробовать. Мне пришли там тараканы, на которые Димон ловил, помните, в центре. Я тоже их заказал на eBay. Наконец-то они пришли. Вот специально хочу именно на них сегодня попробовать. Тем более такая жара, слепни летают как раз такого размера, как эти тараканы. Надеюсь, будет интересно и что-нибудь поймаем. Давайте. Такое плавное течение, и ветра нет. Гладь. И вот очень хорошо видно, как таракан этот идет. Но здесь пока, конечно, слабовато течение. Вот надо прям непосредственно перед струей сейчас туда встану. Здесь пока не головля. Хотя вон вижу головля. Вон, я прям отсюда вижу. Чпокнул и стоит он на месте. А может и не головля, да. Когда мы в центре ловили, там-то с высокой набережной, там все видно. Здесь ничего не видно. Угол не позволяет видеть. Сверху такой обзора нету. Поэтому здесь такие забросы наугад. Если мы там ловили с набережной и кидали прямо в голове, видим, головля кидаю в него, то тут я кидаю, типа догадываюсь. Вот здесь может головля стоять. И подкидываем. А там я был уверен, что головля стоит. В общем, начал спускаться и смотрю, здесь головли ходит. Вот я подкидываю. Есть реакция, как бы он подходит, но не хватает. Но смотрит. Причем даже вот сейчас я не вижу, например, я кинул, и он на этот шлепок откуда-то со стороны приходит. Но не хватает. Ну, то здесь он ходит в тени под деревьями, получается. Так, друзья, обкидал вход в перекат. Не было контактов никаких, хотя там видел голабликов небольших. Наверное, размер не позволяет. Жереха видел, который вот обходы делает, там периодически мелочь выпрыгивает. А вот сейчас я пришел непосредственно на перекат здесь. Вот можно видеть, что он весь покрыт травой, и есть вот такие окна. И вот в этих окнах я сейчас буду пытаться что-нибудь поймать. То есть, в принципе, проводка минимальная. Попасть в окно, там несколько раз подернуть, и головля обычно стоит в этой траве, и он вот должен среагировать. У него времени мало на то, чтобы среагировать, поэтому он, как правило, попадаешь, он сразу выходит и атакует приманку. Сейчас посмотрим, как будет. Вот так, в общем, я иду по перекату, прям здесь по колено. Есть небольшие углубления, трава, и я вот хорошо вижу окна между травой. И я их обкидываю, по факту вот бросаю, и в этом окне вот задерживаю воблер. Он прям под пленкой идет, и, наверное, даже по поверхности вот выпускает. Прям держу. Ну, по идее, вот он должен в этих окнах стоять и выходить клевать, но
пока вообще никакой реакции. Такое впечатление, что здесь вообще его нету. Потому что он и не кормится, я не видел, чтобы он кормился с поверхности. Хотя вот летают насекомые всякие. И пока ни одного контакта. До конца переката дойду сейчас. Потом будем думать, что делать. Итак, друзья, короче, пришлось к машине вернуться. Я поймал одного головля на таракана. Комментирую, главное, достал, радостно говорю в GoPro все, что думаю, но оказалось, GoPro не включено. Я уже в таком лайтовом режиме шел. И самое главное, что понял, что у меня карцанги остались в машине. И вот я сейчас возвращался до машины. Идти далеко, но по-другому никак. Мясистые губы, вот он на весь тройник сел. Пришлось повозиться, и для рыбы это не очень хорошо, поэтому я решил, что лучше пройду километр, но рыба будет не травмирована и выпущена, если попадется еще, конечно. Но мне кажется, там может попасться, потому что там выходил головы на кило, поймал такого небольшого, грамм на 300. Все, сейчас дойду опять туда, в конец переката, там попробую еще поймать. Вот здесь я поймал, вот мои следы, прям со струи. Сейчас будем пытаться того поймать, который на килошку уходил. Начинается жара уже, друзья. Вон там тела в воде купаются. Сейчас, я думаю, может муть даже пойти, потому что... Да, хотя не знаю, но... Когда тут плавают, здесь бывает на моторках плавают, на этой маленькой реке, короче, шумно. Так, смотрите. Смотрите, смотрите. Давай, килошка. С высока удобно ловить, когда стоишь высоко. Все видно. Ну, то есть, если бы я стоял внизу, я бы даже не увидел ни выхода, ничего. А тут вот я пока стою. И пока еще в теньке, друзья, потому что на солнце уже жарко. Травы много, конечно. Сейчас, наверное, то, что я вытащил, его как минимум насторожило. Вот так приходится приманку доставать. Вон я вижу одного головля, он сейчас среагировал, понюхал, как говорится, и не решился. Но я его изначально не видел, все его заметил, когда он пошел на приманку. И было неудобно ему атаковать, в любом случае он отходил вниз по течению, приманка у него за спиной была. Попробую я ее перед мордой подать. Хотя вот сейчас я уже его не вижу. Ну вот здесь он стоит. А, вон. Вон он. Вон он, вон он, вон он. А, вот это да! Какой хороший головой был. Вот это да, он поднялся прям прикольный. Очень хорошего размера, друзья. Ну, я даже паузу дал, то есть я не сразу всек. Дал паузу, потом подсек, но мимо. Черт побери. Не знаю, сейчас второй раз он способен будет атаковать.
Конечно, сверху вообще кайф ловить. Я еще в теньке стою, пока еще там уже солнце, а я вот в тени. Мне еще не так жарко. Скоро тень уйдет. Вообще кошмар будет. О, фак. Блин, отстрелил, друзья. Крайне ценная приманка. Да, попробую сейчас пройти, может быть, еще кусок лески. Я вижу, вот она плывет. При забросе траву зацепил, я в траве стою по пояс. Да, может там будет помельче, я смогу ее достать как-то. Да, вот сейчас увижу я ее. Не увижу. Вон вижу. Вижу. Теперь уже не вижу. А, вон вижу приманку. Так, я уже замочил сапоги, друзья. Сейчас достану телефон. И все, больше ничего нету. Спасение приманки. Он плывет она. Все, полный спаги воды у меня. Но приманку надо достать. Иначе напрасно замочил будет. Плывет быстрее, чем я иду. Нет, это не шнур, я думал кусок шнура, друзья. Это трава. Все. Не нашел я приманку. Сейчас выйду, может быть, с высоты и увижу. Но походу все, зацепилось, очень обидно. Таракан этот. Очень для меня он ценный был. Даже вот я по пояс в воду зашел. Еще и в сапогах. Кстати, вода нормальная. Надо сейчас тапки надеть и в тапках ходить, заходя в воду. Сапоги снять. Раз. Два. Ну, короче, решил не ходить все же. До машины идти здесь, ну, километр опять. Неохота, тем более сейчас доловлю вот здесь небольшой участок, но здесь реально головой хороший выходил. И отстрелил приманку. У меня есть еще с собой одна таракашка. Короче, доловлю сейчас здесь, хлюпаю, воду слил, но все равно, ну зато, знаете, освежает в такую жару. И тогда уже пойду до машины, там уже тапки. А так даже прикольно, слушайте. Единственное, я зашел почти по пояс, то есть карманы мокрые, телефон и ничего с собой нет. Хотя вот здесь есть карман боковой, где у меня аккумулятор, придет сейчас все туда. Телефон, ну, камера, наверное, GoPro. Она влагозащитная, в принципе, в карман положу. Влажно пока. Но уже народу, прям купающихся очень много, поэтому я думаю, скоро закончится рыбалка.
будут одни купающиеся. Давайте попробуем все же поймать нормальную, блин, поклевки. На визуально вот это вообще такой кайф. Нападение среагировал. Как только приводил, сразу за травой он там. Далеко я не видел. Но вот у него все время реакция первая, вот когда только падает приманка, он за ней выходит. А дальше вот, ну, здесь сразу он чпокнул. Но мимо. Мимо. Контакт был, я прям видел, он вышел, чпокнул мимо. И не стал добирать. Ну, то есть как-то он его притопил. Ну, вот сейчас это тот же был. Он его схавал, как-то притопил и сразу в сторону ушел. То есть я не понимаю, как он это делает. Вот тут два тройника. Он его снизу дернул и ушел. Выбросил. Жесть. Друзья, рыбалка подходит к концу моя. Несмотря что я поймал одного головля, и то не в камеру, но вот такие контакты всякие, выходы головля. У меня такое впечатление, что я рыбы наловил, по цаке один побывал. Обязательно еще вернусь, я не совсем готов, мне кажется, к такой рыбалке был. Мне кажется, шнур надо толще ставить, потому что травы очень много. У меня 0,6 стоит, тонковато, и очень ценные мои тараканы. Жалко отрывать. А в конце я попробовал другие приманки. Кранк покидал, калиблон, но реакции не было. То есть он сейчас реагирует именно на таракана. А на эти даже не выходит. Ну, смотрите, сегодня безрыбное видео. Но я поделился с вами сегодняшним днем своим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Скоро увидимся.